Спасибо, спасибо, спасибо. Джамиль, ты самый лучший. Ты же понимаешь, что даже если ты запомнишь рецепт правильно, я не смогу позволить тебе готовить ее самому. Ну, может, есть какой-нибудь способ? Нет никакого другого способа, Калим. Поэтому твоя суета не имеет смысла. Но Если хочешь крутиться рядом, то будь добр, хотя бы не мешай мне. я просто хотел немного разгрузить тебя. Ты столько всего делаешь. Послушай. Привет. О, ты тоже проголодался? Калим. Разве ты не говорил, что просто хочешь пахлаву? Если ты голоден, лучше съесть что-то более питательное. Нет, я сытый, просто... Угу. Просто захотелось чего-то вкусного. Прости, но мы сейчас займем кухню. Да, он не успокоится, пока не получит пахлаву. А я не выдержу еще хотя бы минуту нытья этого избалованного. Хорошо, я спокоен. О чем вы там шепчетесь? В холодильнике еще остался тахчин, если тебе очень хочется есть. Какая идея пришла тебе в голову? Ну... Ты уверен, что хочешь помочь? Ты же был голодным. Он может есть тахчин, пока не заняты руки. Калим! Хорошо. Если ты согласен с этой идеей, то я не буду спорить. В 4 руки мы явно справимся быстрее. Точно. И ты сможешь отдохнуть? Мне кажется, ты не уловил суть. А? Подожди, но... Вот именно. Ты будешь нами руководить, а мы станем твоими руками, глазами, носом. Я понял. Ладно. Я согласен. Вот список. Достаньте все, а я пока разогрею тебе тахчин. Ура! Сладкая банда вперед! Не давай ему нести яйца, хорошо? Спасибо. Да, пойдем. Так, нам нужно... Сколько грамм в одной пачке масла? 180. Нам нужно 400 грамм. Давай возьмем 3 пачки. Ну, больше, не меньше. 200 грамм сметаны. И 2 яйца. А? Ты все понесешь? Хорошо. Тогда я возьму муку и специи. Кардамон, корица, ваниль. Еще нам нужны разрыхлитель теста и сахар. У тебя уже полные руки. Это понесу я. Я знаю, что Джамиль не доверяет мне из-за моей неуклюжести. Нет, я не в обиде. Я знаю, что бываю непоседливым.
А он просто заботится обо мне. Надеюсь, он сможет немного расслабиться во время готовки. Я рад, что ты согласился помочь. Он очень много для меня делает. Да, для всего нашего общежития. Я хочу, чтобы он смог, отдохнуть. О, вы быстро. Хорошо, все на месте. Я захватил грецкие орехи, не волнуйся. Джамиль, мы взяли больше масла, чем ты просил. Так же лучше? На самом деле нет. Даже если мы будем использовать излишки для пропитки, я боюсь, что в таком количестве масла наша пахлава сварится, а не запечется. Калим, отнеси оставшееся масло в холодильник. Хорошо. Да, я нарочно не попросил вас взять орехи. Если он обнаружит, где я их прячу, то съест их за один ночной перекус. Это может быть вредно для его желудка. Сделано. Да, можно начинать. Для начала нам нужно отмерить 200 грамм масла. Отрежешь нужное количество, чтобы добрать вес. Сейчас? Не ты. Запрет на использование ножей все еще в силе. Но я хочу помочь. Ты можешь смешать в миске сметану и одно яйцо, пока мы занимаемся маслом. Будет сделано, шеф. Нам с тобой нужно растопить масло. Раз уж вы с Калимом ограничили мои действия на кухне, заниматься этим будешь ты. Просто положи масло в небольшой сотейник и подогрей на плите. Да, на минимальной мощности. Следи, чтобы оно не начало закипать. Нам нужно только растопить. Да, ты можешь немного его помешать. У меня все готово. Отлично. У нас тоже. Теперь нужно вмешать масло в сметану. Да, до однородной массы. Я могу это сделать. Да, будет неплохо. Иначе тахчин придется подогревать заново. Я все еще помню, что ты был голоден. Смотри, вот так сойдет? Да, вполне. Теперь тебе нужно засыпать туда 500 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя теста. И хорошо вымесить. Ложкой? Сначала ложкой. Потом, когда тесто начнет собираться в плотный комок, продолжить руками. Это не так-то просто. Неудивительно, что у тебя такие крепкие мышцы. Вкусно? Не подавай ему новые идеи, прошу. Я научу тебя готовить тахчин в следующий раз. Дай мне пережить пахлаву. Оно все еще липкое. Не останавливайся. Тесту нужно время, чтобы вобрать в себя муку.
брось. Он всегда настолько экзальтирован, когда делает что-то новое для себя. Ага. Не единственная причина? Поверю тебе на слово. Теперь готова? О, идеально. Ты молодец. Теперь мы начнем его выкладывать. Я готов. Нет, сейчас нужно накрыть тесто пленкой и убрать в холодильник. Ему нужно немного расстояться, пока мы занимаемся начинкой. А, я займусь. Он так старается. Лучше бы он был таким активным на занятиях. Тогда мне не пришлось бы так часто ему помогать. Ты уже доел. Тебе легче? Хорошо. Что дальше? Теперь нам нужно измельчить орехи, чтобы смешать их со специями и сахаром. Отлично, я принесу блендер. Стоять! Во-первых, напоминаю тебе про запрет на пользование блендером. Во-вторых, он нам не понадобится. А как тогда? О, ты знаешь про этот прием? Сказкой? Именно. Любой измельчитель превратит орехи в пыль, а нам нужна крупная крошка. Почему это выглядит так сложно? Что, устал? Я могу закончить сам, если ты... Нет, ни в коем случае. Неси мне орехи, я с ними разберусь. Я... Хорошо. Только не маши скалкой во все стороны. Вот. Пересыпь половину в пакет и отдай этому бешеному. Нам нужно примерно 200 грамм. Да, столько достаточно. Я готов. Стой. Их нужно раскатывать, а не колотить. О. Вот так? Да, так хорошо. Ядро грецкого ореха мягче, чем кажется. Оно легко крошится от давления скалкой. И правда. Так легко выходит. Смешаешь сахар и специи в миске, пока Калим уничтожает орехи. Полтора стакана сахара, а специи... Примерно по чайной ложке, если ты хочешь, чтобы вкус был интенсивным. Либо по половине, если хочешь сделать смесь сбалансированной. Я доверяю твоему вкусу, поэтому можешь ориентироваться на него. Я закончил. Хорошо. Нужно перемешать орехи с пряным сахаром. Калим, не убирай скалку далеко. Настало время раскатывать тесто. Я буду считать это реваншем. Вот, возьми этот нож. Раздели тесто на 4 равные части. Отлично. Калим, твой звездный час. Как тонко его нужно раскатать?
Очень тонко. Но так, чтобы оно не порвалось, когда мы будем выкладывать его на противень. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Проследишь за ним? Я хочу включить духовку, чтобы она успела разогреться. Подготовишь противень? Нужно положить на него пергамент и смазать его кусочком масла. Оно как раз подтаяло. И они. М. Нет, я не устал. Может, немного. Я так часто просил Джамиля готовить мне пахлаву, не зная, насколько это сложно. Ну, может, и правда не так сложно, если знать, что делать, но мне все равно немного стыдно за себя. Ты прав. Сейчас он может наслаждаться ролью руководителя в полной мере. Надеюсь, что я не доставляю вам хлопот. Калим, вот сейчас можно остановиться. Это именно та толщина, которая нам нужна. Положи этот пласт на противень и возьми следующий кусок теста. Есть! А ты? Тебе нужно разделить нашу начинку на 3 части. Да, и одну из них выложить равномерным слоем на тесто. Чувствую себя немного странно, когда не работаю на кухне сам, но... Да, это приятно. Я чувствую себя не таким утомленным, как обычно. Новый слой на подходе. Да, теперь второй слой начинки. А мы действительно справляемся быстрее в такой конфигурации. Еще один. Обычно я сперва раскатываю все тесто, чтобы потом сразу собрать пахлаву по слоям. Но такая схема работы гораздо эффективнее. И последний. Мне даже жаль, что я не достал секундомер. Интересно, как быстро вы справились со сборкой? Калим, выбери около 30 крупных красивых орехов. Они понадобятся нам для украшения. Уже скоро все будет готово. Можно и так сказать. Вот, возьми нож. Тебе нужно разрезать тесто на ромбы, не задевая самый нижний слой. Сделай 2-3 параллельных разреза вдоль, а затем несколько наискосок, чтобы получить красивую форму. Да, отлично. Это так красиво. А когда ты разрешишь мне пользоваться ножами? Когда я буду уверен в том, что ты не причинишь себе вреда, Калим. О, смешай-ка яйцо с водой, пока он заканчивает. А сколько... Тебе нужно примерно полстакана воды. Хорошо, что ты научил меня разбивать яйца без ножа. Иначе сейчас я бы стоял и скучал. Отлично. Теперь тесто нужно смазать этой смесью и выложить орехи сверху в центр каждого ромба. Я справлюсь с этим. Я же могу использовать силиконовую кисть? Да, лучше взять ее. Угу. Очень красиво выходит. О, как раз вовремя. Поставишь пахлаву готовиться? Нет, оставь ту же мощность. Я разогревал на 200 градусах. Мы будем поддерживать эту температуру на протяжении всего процесса. Точно. Поставь таймер на 15 минут.
Ты что-то говорила про пропитке. Да. Нам нужно растопить оставшееся масло для первой пропитки. Процесс полностью аналогичен. Растопить и не дать закипеть. А как скоро все будет готово? Примерно через час, думаю. Самое тяжелое приготовление пищи — это ожидание. Да. Особенно, когда еда начинает вкусно пахнуть. Нет, я не... Тахчин все еще стоит в холодильнике, если ты не готов дожидаться пахлавы. Нет! Я дождусь ее. Я должен выдержать все испытания. Тогда ее вкус будет особенно прекрасен. Неожиданно слышать от тебя такие серьезные мысли. Что ты имеешь в виду? Пора заливать. Да. Давайте снимем масло с плиты и займемся пропиткой. Она такая красивая. Что же будет, когда мы закончим? Будет еще лучше. Смотри, сначала нужно обновить разрезы. Да, все еще избегая нижнего слоя. Теперь тебе нужно залить каждый ромб маслом. Примерно по 1-2 чайные ложки на каждый. Потом тонкой струйкой между ними. А это обязательно? Масляная пропитка? Да, можно ли обойтись без нее? Да, согласен. У хорошей пахлавы всегда есть тонкое сливочное послевкусие. И если для тебя не так важен правильный вкус, то разумеется. Хорошо, я понял. Не пропускаем ни одного пункта. Но оно определенно того стоит. Да, можно отправлять обратно. Поставь таймер примерно на полчаса. У нас достаточно мощная духовка. Этого должно хватить. Осталось сделать что-то с медом, да? Я давно заметил баночку на столе и точно помню медовый вкус пахлавы, которую ты готовишь. Да, нам осталось сделать сироп, которым мы будем поливать готовую пахлаву. Сироп звучит как что-то, что ты мне не доверишь. Ты хорошо себя вел на протяжении всего времени, поэтому... Спасибо, Джамиль! Поэтому ты будешь варить его, но под нашим присмотром. Ну и пусть. Я наконец-то смогу сделать что-то из оранжевой зоны сам. Хорошо. Смешай стакан сахара и полстакана воды. Потом поставь на минимальную мощность и помешивай, не отвлекаясь. Не отвлекаясь. Можешь на меня положиться. Как только ты поймешь, что сироп становится гуще, сразу же убирай с плиты. Не отвлекаясь. Не отвлекаясь. Понятия не имею, о какой оранжевой зоне он говорит. Возможно, он придумал это сам, чтобы легче запомнить, с чем ему лучше не взаимодействовать. Да, он правда старается. Вот так достаточно? Да, снимай. Ты сегодня подозрительно собранный. Ты точно хорошо себя чувствуешь? Лучше некуда. Не беспокойся, я просто очень впечатлен. Хочу, чтобы все было идеально, а не как обычно. Эй! Добавь в сотейник 2 ложки меда, пока сироп не остыл, и хорошо перемешай. Он такой плотный. Не волнуйся,
Мед растает, как только окажется в горячем сиропе. А, и правда. Хотел бы я знать все эти твои хитрости. Может, это помогло бы мне впечатлить профессора Круэлла. Ну, как минимум, меня ты сегодня уже впечатлил. Что? Самое время достать пахлавы из духовки. Джамиль, я все слышал. Не делай вид, что ничего не говорил. Почему ты смеешься? Надеюсь, вы не против того, что я достал ее сам. Успел заскучать, ничего не делая. Теперь вторая пропитка? Да. Хочешь сделать это сам? Конечно. Стой! Обновишь разрезы перед тем, как Калим пропитает пахлаву медом. Теперь можно? Можно. Осторожно, не расплескай все. Да, я помню. Сначала на ромбы, потом между ними. Не утомился? Удивительно. Нет, я не устал командовать. Думаю, будет справедливо, если ты заберешь себе треть пахлавы. Кстати, что ты хотел приготовить, когда шел на кухню? Лазанью? Тогда бы мы точно не разошлись на одной кухне. Пахлава — это же почти лазанья. Только вместо соуса сироп, а вместо фарша орехи. Технически, в чем-то ты прав. Но звучит все равно ужасно. Давайте разрежем ее и дадим остыть. Калим, Джамиль, почему тут нет одного ромба? прости, она так вкусно пахла. Было горячо, но мне так хотелось. Ладно. Нет, с моим рефлексом телохранителя все в порядке. Сегодня на кухне были только ты, я и Калим. В дегустации на наличие яда нет необходимости. Калим! Дай пахлаве остыть в конце-то концов. Спасибо всем, кто поддерживает проект подпиской на Бусти. Создание видео занимает много времени и сил, и мне приятно видеть, что вы цените мой труд. Проект существует только благодаря вашим подпискам и донатам. Поэтому, если вы давно хотели это сделать, но ждали знак свыше, то вот он. Ссылку на мой Бусти вы можете найти в описании каждого ролика. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и рассказывать друзьям о моем творчестве. Все это очень помогает продвижению проекта. Берегите себя и будьте счастливы. Увидимся через неделю.